Биридуал N – комбинированный бронхолитический препарат, содержит два компонента, обладающих бронхолитической активностью. Применяется для профилактики и симптоматического лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей с обратимым бронхоспазмом. Хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма, хронический бронхит, осложненный или неосложненный эмфиземой. Способ применения и дозы. Дозу устанавливают индивидуально. Для купирования приступов бронхиальной астмы взрослым и детям старше 6 лет назначают 2 ингаляционные дозы. Если в течение 5 минут не наступает облегчение дыхания, можно назначить еще 2 ингаляционные дозы. Пациент должен быть информирован, что в случае отсутствия эффекта после 4 ингаляционных доз и необходимости дополнительных ингаляций следует немедленно обратиться к врачу. Дозированный аэрозоль Биридуал N у детей следует применять только по назначению врача и под строгим контролем взрослых. Для длительной и прерывистой терапии назначают 1-2 ингаляции на один прием, до 8 ингаляций в сутки. В среднем 1-2 ингаляции 3 раза в сутки. Правила использования препарата. Перед использованием дозированного аэрозоля в первый раз следует дважды нажать на дно баллончика. Каждый раз при использовании дозированного аэрозоля необходимо соблюдать следующие правила. Снять защитный колпачок, сделать медленный глубокий выдох, удерживать баллон, обхватив губами мундштук. Баллон должен быть направлен дном вверх. Производя максимальный глубокий вдох, одновременно быстро нажать на дно баллона до освобождения 1 ингаляционной дозы. На несколько секунд задержать дыхание, затем вынуть мундштук изо рта и медленно выдохнуть. Повторить действие для получения 2 ингаляционной дозы. Надеть защитный колпачок. Если аэрозольный баллон не использовался более 3 дней, перед применением следует однократно нажать на дно баллона до появления облака аэрозоля. Баллон рассчитан на 200 ингаляций. Затем баллон следует заменить. Несмотря на то, что в баллоне может оставаться некоторое содержимое, количество лекарственного средства, высвобождающегося при ингаляции, уменьшается. Противопоказания. Гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия, тахиаритмия, первый триместр беременности, детский возраст до 6 лет, повышенная чувствительность к компонентам препарата, повышенная чувствительность к атропиноподобным веществам. С осторожностью применяет препарат при закрытоугольной глаукоме, коронарной недостаточности, артериальной гипертензии, недостаточно контролируемом сахарном диабете, недавно перенесенном инфаркте миокарда, тяжелых органических заболеваний сердечно-сосудистой системы, гипертиреозе, феохромоцитоме, гипертрофии предстательной железы, обструкции шейки мочевого пузыря, при муковисцидозе, у детей старше 6 лет. Применение при беременности и кормлении грудью. Препарат противопоказан к применению в первом триместре беременности. Во втором и третьем триместрах беременности биридуал следует применять с осторожностью. Необходимо учитывать возможность ингибирующего действия биридуала на сократительную активность матки. Особые указания. При длительном применении у пациентов, страдающих бронхиальной астмой или легкими или средне-тяжелыми формами хронической обструктивной болезни легких, симптоматическое лечение может оказаться предпочтительнее регулярного применения. При длительном применении у пациентов с бронхиальной астмой или стероидно-зависимыми формами хронической обструктивной болезни легких следует помнить о необходимости проведения или усиления противовоспалительной терапии для контроля воспалительного процесса дыхательных путей и течения заболевания. Регулярное применение биридуала N в возрастающих дозах для купирования бронхиальной обструкции может вызывать неконтролируемое ухудшение течения заболевания. В случае усиления бронхиальной обструкции простое увеличение дозы биридуала N, больше рекомендованной в течение длительного времени, не только не оправдано, но и опасно. Для предотвращения угрожающего жизни ухудшения течения заболевания следует рассмотреть вопрос о пересмотре плана лечения пациента и об адекватной противовоспалительной терапии ингаляционными глюкокортикостероидами. Пациент должен быть информирован о том, что в случае внезапного развития и быстрого прогрессирования одышки необходимо обратиться к врачу. Боль в глазу, нечеткое зрение, ощущение появления ореола или цветных пятен перед глазами в сочетании с покраснением глаз в виде конъюнктивальной или корнеальной инъекции могут быть признаками острого приступа закрытоугольной глаукомы.
При появлении перечисленных симптомов в любом сочетании пациент должен назначать лечение глазными каплями, вызывающими сужение зрачка, и немедленно обратиться за специализированной медицинской помощью. У пациентов с указаниями в анамнезе на муковисцидоз возможны нарушения моторики желудочно-кишечного тракта при применении биридуала Н. Следует рассматривать целесообразность сопутствующей противовоспалительной терапии при хронической обструктивной болезни легких у пациентов, у которых эффективны глюкокортикостероиды, и при бронхиальной астме. Побочные действия. Со стороны центральной нервной системы. Часто. Мелкий тремор скелетной мускулатуры, нервозность. Иногда. Головная боль, головокружение. Особенно у пациентов с отягощающими факторами. В единичных случаях изменения психики. Со стороны сердечно-сосудистой системы. Иногда. Тахикардия, ощущение сердцебиения. Особенно у пациентов с факторами риска. Редко. При применении в высоких дозах. Снижение диастолического артериального давления. Повышение систолического артериального давления. Аритмия, фибрилляция. Наджелудочковая тахикардия. Со стороны водно-электролитного баланса. Иногда выраженная гипокалиемия. Со стороны дыхательной системы. Иногда кашель, местное раздражение, фарингит. Редко парадоксальный бронхоспазм. Со стороны пищеварительной системы. Часто сухость во рту. Иногда тошнота, рвота. Редко обструктивные нарушения моторики желудочно-кишечного тракта, запор, диарея. Со стороны органа зрения. Редко обратимое нарушение аккомодации, мидриаз, повышение внутриглазного давления. Закрытоугольная глаукома, боли в глазном яблоке. Аллергические реакции. Редко кожная сыпь, ангионевротический отек языка, губ, лица, крапивница, ларингоспазм, отек гортани, анафилактический шок. Прочие. Возможно усиление потоотделения, слабость, миалгия, судороги. Редко обратимая задержка мочи. Условия хранения и срок годности. Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 градусов. Содержимое баллона находится под давлением. Баллон нельзя вскрывать и подвергать нагреванию выше 50 градусов. Срок годности 3 года.